Всем привет! Я не люблю долго ждать, поэтому будем начинать. У нас всего лишь час. Думаю, я успею. Так, сейчас мы переключимся. Где здесь переключаться? Меня будет снимать Яна. Привет! Так, давай. На, иди переключайся. Так, всем привет! Мы не будем никого ждать, начнем. Эфир останется в записи. Сегодня я буду показывать, как собирать под букетницу. Соберем букет и упакуем его. К чему этот прямой эфир? Я хочу открыть магазинчик, такой онлайн-магазин небольшой, без размаха, и продавать все, что нужно для зефира. Я закупаюсь в Китае. Кто на меня подписан, тот знает, что все, что у меня есть, это все с Китая. Без лишних предисловий начнем. Так, сейчас я буду по ходу рассказывать, что нам нужно для букетов, и сразу озвучивать цены. Потом, ну не знаю, когда потом, я это все выложу в отдельную папочку в актуальном. У меня, как всегда, то времени нет, то мне лень, то мне отдохнуть нужно. Так, что нам нужно? Для начала нам нужен пеноплекс. Где-то у меня была уже заготовка. У меня букеты стандартные. Сейчас я покажу. У меня вот подложки для тортов. Это у меня шаблоны для наших заготовочек из пеноплекса. Вот стандартный букет у меня 22 сантиметра. На выходе букет получается 25 сантиметров. Это хороший размер букета. Далее. Это у меня большой. Он, по-моему, 33 сантиметра. Да, подложка 30 сантиметров, а на выходе он где-то 33-35 получается, потому что цветочки, когда мы их укладываем, они немножко за подложку, они выходят. И маленький у меня букет, это 15 сантиметров, 15, либо я делаю его 16 сантиметров маленький букет, либо подложка у меня чуть побольше, если там цветы не тюльпаны, а пионы, допустим, розочки, то я беру подложку 18 сантиметров, это у меня считается мини-букет. Вот такие вот основные подложки у меня заготовлены. Вырезаем из пеноплекса круглую заготовку. Берем шпажки. Шпажки я беру в Китае. Идут они в упаковках по 500 штук. И на букет у меня уходит 13 шпажек. Можно использовать 9. Шпажки очень качественные. Здесь я такие не видела. Они 35 сантиметров в диаметре 4 миллиметра. Очень прочные, гладкие, почти без брака. Если там на партию выходит там 10 палочек бракованных, все остальные очень качественные. И сейчас я цену озвучу. Шпажки у нас выписала. Шпажки. Вот 500 штук.
Это будет 6500 тенге. Россияне грубо делите на 5,6. В Россию, кстати, если кто будет заказывать, я могу отправить с деком. 6500 тенге. Что? Свет чуть-чуть убери. Угу. Вот, можно по 100 штук раскидать. Получается, у меня с упаковки выходит, по-моему, 38 букетов, я считала. Да, 38 букетов. Это стандартных или больших. Если это мини-букет, то у меня уходит 9 шпажек. Вот. Берите калькулятор и считайте. Ну и начнем собирать. Первую шпажку я вставляю в центр. Приготовили клей сразу горячий. И начинаю насаживать шпажки. Вот они бывают такие кривые, но их таких мало. Ничего страшного. И сначала по 4 сторонам, а потом по 2 между ними. Можно вставлять по одной, но мне нравится, когда прочнее. От края отступаю где-то 1,5 сантиметра. Дальше здесь нам нужно закрепить скотчем. Скотч. Эфир же сохранится, тут спрашивают. Да, сохранится. Но пока на вопросы, девочки, я не буду отвечать. Но потом в конце поотвечаю, если будут. Так, как всегда, не найдешь. Я закрепляю. Немножко зацепите, чтобы просто палочки не разъезжались. Так, я буду шмыгать, потому что я еще болею. Так, забираем шпажку. И чтобы у нас букетик получился немножко шапочкой, чтобы подбукетница не была плоская, чтобы букет не был плоским. Но это не обязательно. Я делаю еще из остатков вот такую вот деталь. И просто клею ее в центр. Так, и еще, чтобы у нас ничего не расползлось, я еще подклеиваю палочки, капелюшечку клею. И клею наш центр, нашу шапочку. Неважно, круг это будет, овал, квадратик. Выглядит это вот так. Дальше нам нужно изолировать пеноплекс пищевой пленкой, либо фольгой. Фольгой это быстрее. Закрыли нашу основу. Где у меня помогалка?
Вот таких вазонов я купила очень много. Когда готовые букеты к праздникам, их просто надо куда-то ставить на хранение перед отдачей, поэтому и собирать в них тоже удобно. Таких вазонов я купила, я не помню, то ли у меня 40 их штук, то ли 30. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно покрыть это все тишью. И вот смотрите, что у меня есть. На Тау я нашла удобные листы тишью, которые вытаскивают, значит, пачку возьму, просто из центра. И они идеально подходят на мини и стандартные букеты. Если вы плотно укладываете цветы в подбукетницу, то у вас не остается отверстий. Но иногда основа просвечивает, и поэтому лучше ее прикрыть тишью. Ну и тоже дополнительная изоляция. Вот в такой пачке 50 листов. Это получается 50 букетов. Я выбрала зеленый цвет, но есть они разных цветов. Так, и стоит у нас это тишью. Так. А что же я не посчитала? А, вот. Так, вот такая упаковка на 50 листов, 1500 тенге. Очень удобно, ее надолго хватит вам на 50 букетов. Прям очень нравится. Кстати, бумага здесь тканная, но тоже называется она как оберточная, что ли. В Китае вы, кстати, если вы наберете в поиске тишью, вы ничего не найдете. Набирайте сиднейская бумага. Почему сиднейская, я не знаю. Ну вот она такая классненькая. Она не сильно мнется. Ну, как немножко тканная. Ну не тканная, не знаю, как ее назвать. Вот. Этот лист я просто приклеиваю на... Мажу немного клея. Можно на двухсторонний скотч, но мне так быстрее и экономичнее. Все. Основу мы закрыли. Далее нам нужно сделать, наводить уже красоту. Также в Китае, но пока я стоимость не могу сказать, потому что я беру всегда на пробу там по несколько штучек и из разных магазинов. И не помню, в каком магазине я покупала именно эту бумагу. Здесь по-моему, 20 листов. Такого хорошего размера. Она с одной стороны глянцевая, эта бумага тишью, с другой стороны матовая. 20 листов на 20 букетов. По цене потом поищу, посмотрю, скажу. Вот, я беру лист и режу его вдоль. Нам надо сделать оборочку. Я упаковываю букеты только так. Конфеткой я не люблю упаковывать, потому что, ну, исключение составляют тюльпаны, потому что бумага начинает мяться. Ну, когда вы отдаете клиенту, это все красиво смотрится, здесь вот так надуто, аккуратненько. А когда клиент доносит это до одариваемого, обычно букеты уже здесь вот все в смяточку, некрасиво. Поэтому букет должен дойти до адресата очень красиво. Так, сложили 2 раза глянцевой стороной наружу и начинаем собирать. Все собрали. Можно заготовки сделать заранее.
Все. И вот эту оборку я уже клею на двухсторонний скотч. Беру вот такой тоненький. Так, сейчас хватит его. Сильно не приближать, потому что, наверное, видно. Ну, тут отсвечивает. Что? Я не могу понять, что отсвечивает. Да? Да, далеко деталей не видно. Ну вот, не хватило. Может, лампу выключить? Угу. Я ж не могу, когда всего мало, поэтому скотча я накупила много. Ну, скотч я покупала здесь у нас. Все, наклеили по окружности скотч. Все, и теперь по половинке начинаем наклеивать нашу оборку. Я отклеиваю скотч до половины. И придерживаю грудью, мне так удобнее. Начинаю клеить нашу первую обертку, ну где-то сантиметров 5-6 я оставляю сверху и начинаю клеить. Пальцами помогаю. Вот таким образом. Обклеиваю весь наш букетик. Всю подбукетницу. Лента какая-то. Так. Вторую часть мы наклеиваем немножко с нахлестом. Распределяем складочки, стараемся равномерно. Все, прижимаем. У нас осталась только бумага. Все, убираем пока в сторону. Бумаги у меня очень много. Все не покажешь, но сейчас вот я прям влюбилась в бумагу. Она немножко дороже корейского, вот такого качества. Она полупрозрачная. И если мы собираем букет вот именно такого типа уголками, то она очень красиво смотрится. Вот. Эта бумага полупрозрачная, как пленка, а есть бумага тоже водонепроницаемая. Куда я ее положила? Вот. Вот это из последней партии вот я купила. Ну, вот это я могу продать. Вот очень красивая сиреневая бумага, розовая. Так,
Ну вот, что я имела в виду. И есть бумага. Тоже она такая, она красивая, но она непрозрачная. Так, нам нужно на букет в упаковке у нас 20 листов, 58 на 58 сантиметров. И на букет нам требуется, на такой букет, как у меня, 3,5 листа. 3 листа у нас на крылышке. И 2 четвертинки нам нужны на ножку. Вот. Нам нужно 3 крылышка собрать. Как я это делаю? Нам нужен скотч. Смотрите, я беру и складываю бумагу таким образом. Беру 2 угла напротив и складываю, чтобы образовался вот такой угол. Где-то высчитывала, сколько он градусов. Ну, сейчас не скажу, все это я делаю на глаз. Я примерно уже знаю. Вот эта пленка, она плохо загибается. В отличие от бумаги, которая матовая. Но мне она прям нравится. Так, сложили сначала уголок к уголку, противоположные углы. И далее берем, начинаю с правой части, правую часть укладываю между уголками. И левый угол мы кладем стык. В общем, понятно. Все. Чтобы у нас тут ничего не болталось, чтобы мы не придерживали все это, я просто закрепляю скотчем. Ну все, у нас крылышко готово. 3 крылышка на стандартный букет. В уголках сделаем надрезы, чтобы они лучше огибали нашу ножку. Небольшие. Можно, в принципе, не делать. И начинаем укладывать. Уголки примерно должны выступать вот так. Так тоже кому как нравится, можно поменьше сделать, можно их сделать побольше. Примерно где заканчивается стык у нас, вот туда я выравниваю верх нашей юбочки. Здесь в уголках, в углу, в нижнем, я промазываю клеем. Кому удобно просто на весу все это делать без клея, делайте на весу. Но я всегда стараюсь все это упростить. Здесь это не обязательно, просто я сейчас начала так делать. Скотчем просто подклеиваю, чтобы уголки не болтались, чтобы хвостик, бумага наша не болталась и не мешала следующим лепесточком, не выбивалась. Все, промазали. Нам нужно уложить 3 лепестка, поэтому рассчитывайте, чтобы все это было равномерно.
Второй. Подтянула. Когда сразу подтягиваешь, букетик потом не расхлябанный такой, аккуратненький. Последний. Ну, последний мы кладем уже между. Вот он такой красивый получился. Вот, кстати, на этой пленке, на прозрачной, скотч практически не виден. Если кого-то, допустим, смущает, что будет его видно, то вот именно на такой пленке его практически не видно. И нам осталось сделать ножку. Ножка делается очень просто. Складываем 2 квадрата вот таким образом. Тоже мажем немного клеем по сгибу и огибаем просто ножку, обворачиваем. Шпажки я в тишью не заворачиваю. Это букетик, это веточки. Так что я считаю, что никак, если они видны немного, никак это не влияет на целостность букета. Чтобы, почему у нас 2 листочка, чтобы у нас шпажки не просвечивали, чтобы их не было видно. Все, наша подбукетница готова. Ленту я сюда не завязываю, только если для фото без упаковки. Ленту я уже вяжу на упаковку, на пленку. Вот такой красивый у нас букет получается. Он аккуратный, до адресата, до именинника, там, одариваемого. Он дойдет аккуратненько, он здесь не примнется, не помнется. Все будет красиво. А конфетного вида букеты, пузатики, они вот здесь начинают сминаться. Красиво это выглядит только на фото. Все, ставим и начнем собирать букет. Но прежде чем мы его соберем, нам нужно сделать упаковку, защитную упаковку. Для защитной упаковки вот это самое главное. Много вопросов всегда мне задают, как я изолирую. У меня я с Китая заказываю пакеты. Пакеты у меня 3, ну вообще гораздо больше, конечно, у меня размеров есть. Под всякие нужды, под коробочки, под ящички. Но для букетов у меня 3 размера. Так, вот этот вот у меня 50 на 70 пакет. Такой вот большой пакет. Куда я блокнот свой делала? Так, вот пакет 50 на 70. Это для стандартного букета. Он стоит 150 тенге. Один пакетик. Я беру определенной плотности. Раньше я брала такие тоненькие, не разобравшись, какой мне нужен, какая плотность мне нужна.
Вот, но сейчас я уже пришла к определенной плотности. Плотность 8. Я не знаю, как это там распределяется. Раньше я брала 6, сейчас я беру 8. И вот он как раз создает вот такой вот каркас хороший. Так, 50 на 70, это у нас 150 тенге. Это для стандартного букета, где-то 25 сантиметров. Так, 40 на 60. 40 на 60. Да, 40 на 60. Это для мини-букетов. И большие 60 на 80. Вот он такой огромный. Это для большого букета. Это для букета 33-35 сантиметров. Так, и как мы делаем наш купол. Так, большие пакеты. Для большого букета 200 тенге один пакет. И 100 тенге для мини-букета. Это букеты 18 сантиметров. До 18 сантиметров. Так, мы берем наш пакет. Сразу отрезаем липкий край. И вот под каждый размер букета у меня есть вот такие заготовки. Я просто вырезала нужный размер пеноплекса. Где-то это служит просто обратная сторона коробочки под какой-то другой размер. И надеваю пакет. Просто упрощаем себе жизнь. Выправили все уголочки. Взяли наклеечку, ваш логотипчик. Это, кстати, очень удобно. Сразу ваша рекламка. Загибаем наши уголки и клеим нашу наклейку. Про наклейки, вернее, про дыроколы для этих наклеек. Кто-то заказывает уже готовые ленты, но у нас с этим сложно, поэтому мы распечатываем на самоклейке сами и вырезаем вот такими дыроколами. Классные дыроколы. Ну, этот я недавно заказала. Но они, кстати, не дешевые. По-моему, что-то выходит все вместе 25 тысяч. Они очень добротные. Этот у нас давно уже. Мы вырезаем под леденцы сахарную бумагу. Вот. Сейчас заказала, вот недавно пришел побольше. Потому что мне не устраивает наклейка маленького размера. Надо чуть побольше сделать. Вот. Так что, если кому надо, я могу заказать. Как бы без накрутки, без наценки я вам закажу. Цену сейчас не помню. Что-то до 20 тысяч, кажется, выходит. Полезная штука и очень прочная. Все, наш купол готов.
потом наденем на букет. Так, ну и пока собирать я не буду, я сейчас покажу вам коробочки. Смотрите, я вам уже, кто следил за моими сторис, вот коробка уже продана. Сегодня вечером повезу на доставку. Вот такая классная она. Сколько тут? Так, здесь у нас, если по крышке, ну да, по внутреннему размеру смотрим, это где-то 22,5 на 22,5. Сюда вмещается 9 цветочков. Нормального размера, стандартного. Так, вот. И такая коробка у нас 1500 тенге. Здесь я пленочку не сняла еще защитную. Если снять, она будет вообще прозрачной. Очень красивая коробка. Высокая. Можно под капкейки. Ну, это именно подарочные наборы. Взяла их на пробу немножко. Буду еще заказывать. Так, и бюджетный вариант для комплиментов. Недорогие коробочки вообще. Смотрите, я тут собрала комплиментик. Это коробка 12,5 на 12,5, по-моему. Кстати, под бента подойдет, если низкие бента тортики. А, нет, вру, это у нас 10. Это у нас 10 на 10, это маленькая. Вот побольше. Они немножко прямоугольные, они на 1 одна сторона на 1 сантиметр больше другой. Это 12,5 на 13,5. И где-то у меня еще есть. Да, это 12. А, вот, все, поняла. Они считают по наружке. Так, получается, это у нас 12 на 11. А это у нас 10 на 10. 10,5 на 10,5. Вот такие коробки по 200 тенге коробочка. Да? Да, по 200 тенге коробка. А такие коробки, вы тоже их видели, по 3 цветочка. Очень красивые. Есть голубые, розовые и белые. Тоже 200 тенге. Вообще даром. Так что, кому нужно, пишите. Пока они у меня есть, я буду еще заказывать. Мы открываем магазин. Наконец-то одобрили. Утвердили проект. И я думаю, такие комплименты у нас пойдут на ура. И бюджетненько, и красиво. Так, значит, коробочки, я сказала, у нас по 200 тенге. Что я еще не сказала? А, вот. Вот эти бусинки в затыкашке, в ягодке, многие спрашивают, где их взять. Я тоже беру в Китае. Вот так они по 130 грамм продаются. Они сахарные, не рисовые. Они твердые, но они не чувствуются. Они мелкие, и они на зубах не скрипят особо. Так, вот такая вот баночка, она стоит 2000 тенге. Можно распасовать там по 20, по 30 грамм. Ну вот, это моя банка, и я ее использовала только почти на бусинке. Там, может, куда-то сердцевинки делала. Ну вот, сколько я уже? Еще года нет. Я зефиром занимаюсь. Ну, где-то полбанки я израсходовала уже. Так что, смотрите. Про держатели для ягод
для тюльпанов. Я показывала, у меня есть пост, мастер-классы. Вот они, заготовочки наши, которые мы клеили на глюкозный сироп. Ждут букетиков своих. Вот такая упаковка, 100 штук, 1500 тенге. Их мало, но я тоже буду заказывать. Так что, кому надо, пока берите, если пока есть в наличии. Хотела вам показать еще красивую бумагу. Тоже пока не могу сказать, сколько она стоит, но на продажу я ее тоже буду брать. Смотрите, она очень красивая, градиент такой. Здесь 15 листов. Вот она, смотрите. Очень красивая. И она тоже такая, как тканная. Так, сейчас покажу. Этого листа мне хватает на... Так, нам надо букетик, наверное, сначала собрать. Так, я складываю, режу по сгибу. Дальше еще режу. Так, у нас 4×4. Это у меня получается на 16 кулечков. Вот одного листа у меня хватает на 16 кулечков. В общем, вот такого размера они будут. Правильно? 16. 4, 4, 4. Так, беру. Так, про это я рассказала. Про коробочки, про пакеты рассказала. Про шпажки рассказала. Про тишью рассказала. Сейчас будем букет собирать. Еще про красители хотела рассказать. Красители сухие, их 6 цветов. Но в Россию я не высылаю, потому что СДЭК почему-то не берет. Сыпучие. Вот. А по Казахстану 1300 вот такой флакончик разных цветов. Там 8 цветов, по-моему. Но такие там красивые. Только сиреневые, розовые, желтые. Какими я еще пользуюсь. Ну, по-моему, 5 цветами я всего пользуюсь. Так, что, начнем собирать. Зубочистки я тоже беру в Китае. Беру я вот такими упаковками. Сколько это будет стоить? Ну, как бы и не на продажу. Я просто вам хочу показать, что в Китае я беру вот такие зубочистки маленькие и беру длинные. Беру длинненькие. Они тонкие, 10 сантиметров, и они с одной стороны, у них тупой край, что как бы хорошо тоже. Цветочки на тупой край насаживаются, ну и я все время боюсь, что вдруг кто-то травмируется, там залезет в цветочек. Так, здесь я все показала. Насадочки я, наверное, покажу потом. И начинаем собирать. Цветы готовы. Кто там хотел посмотреть на крокусы? Вот так они выглядят. Небольшие. В этот раз я делала их насадкой, про которую я рассказывала. Это что-то между 874 и 123. Вот она. Я ее, правда, немножко еще здесь даже расширила для крокусов. Ну, это новая насадка, она вот узкая. Чем мне нравятся китайские насадки, они тонкие, но их не надо поджимать. Это получается, так, это как это 894, а вот 874.
их не надо поджимать, они уже идут в рабочем состоянии. Так, вот тут вот китайская аналог, наверное, 123, судя по размеру, тоже ее не надо дорабатывать, они все уже идут, ну, видимо, как для корейской техники, для корейских цветов, там, потому что у всех, для корейских цветов везде насадки такие зауженные. Покажу вам потом, наверное, сегодня не успеем. Так, и вот такие крокусы. Вот то китайская насадочка, очень мне нравится, миленькие. До этого я делала, показывала с 874, они были покрупнее. Все, начинаем собирать. Собирать ты можешь отсюда, наверное, встать, да? Туда. Потому что я ниже встану. Я ставлю букет на стул и начинаю. Втыкаю я по 3. Так, буду я без перчаток. Букет подарю тете. И начинаем собирать. Так, смотрим. Укладываем цветы, как вам нравится. Обычно под цветы я кладу под 3 зубочистки. Смотрим. И мало ли я цветов сделала. Сейчас просто накидаю. Нормально. Сажу сюда 3 крокуса. Во сколько ночи? Ну, не знаю, что думаешь, час уже прошел. 17:44 сейчас. 15 минут. Так, ну если мы вдруг прервемся, мы перезагрузимся. Мы сюда поставим цветок. Мне нравится вот этот. И вот этот.
разворачиваем. Так, посадим еще сюда крокусы. Сюда лучше длинные шпажки. Бутончик. Спрашивают, цветы не опудриваете? Цветы я опудрила уже заранее. Они уже постояли, они такие вот уже здесь хорошо не липнут. Сразу после опудривания, там через минут 20, они все равно еще липковатые. Потом, когда постоят, хорошенькие становятся. Эфир же сохранится? Эфир, да, обязательно сохраню. Можете пока позадавать вопросы, потому что что-то у нас по времени вроде уже. Букеты я собираю, как мне нравится. Вот как вижу, возможно, где-то что-то неправильно, но... Так, сейчас мы это сюда посадим, это сюда. Спрашивает Вика, ты теперь будешь продавать коробочки и сопутствующие материалы для букетов? Точно. Да, будешь? Опудренные цветы в контейнерах храните перед установкой в букет? Нет, не храню. Я опудриваю, они стоят у меня какое-то время на воздухе и собираю там через 2 часа, через 3. Сколько сантиметров получился данный букет? Сейчас мы померим. Сейчас соберем и померим букетик. Сейчас отопление отключили, поэтому фактура у цветов после стабилизации и после опудривания, она немножко такая бархатная. Я люблю, когда она гладенькая. Вот сейчас уже цветы начинают... Мне надо пудру. Вот, опудриваю я с чашки. Идеальное время для букетов — это зима, когда есть отопление. Так. Бутончик. Если кому-то что-то надо, то вы уже пишите мне в WhatsApp. Ну, вернее, я по возможности отвечу, как только смогу. Потому что
Может быть, придется долго ждать, пока я все это выложу актуально. А так вообще планирую, да, этим плотно заняться. Батончик куда его вставить? Вот здесь можно. Сюда еще листья вставить. В Москву отправляете? С деком можно в любую точку России отправить. Единственное, они не берут такой сыпучей коробочки без проблем, коробку, кипленку. А с сыпучим у нас вот с красителями это проблема. Все. Россия, еще раз говорю, делите по курсу примерно 5,6, но на момент оплаты уточняйте, потому что курс плавает. Ну, в среднем он где-то всегда 5,6. Вот я, кстати, неправильно уголочки распределила. Где-то они у меня часто, а вот здесь вот нет. Так. Вот для чего нам нужна была эта бумага. Если у нас где-то отверстия остаются, то, видите, там зелененькая, и вроде как так и надо. А если это была бы просто фольга, то ее бы сильно было видно. Она бы прям в глаза бросалась. На начальных, когда я начинала только делать зефир, у меня изолировано было только фольгой, и поэтому это все было видно. Так, где наши листики? Так, ну и вот наши детали, которыми мы будем закрывать дырочки. Листики. Листики я просто вставляю. Они с этой стороны липкие. Вставляю. Где-то леплю. Кстати, показывала я эфир. Где он этот? Увлажнитель воздуха. Когда у нас детали уже подсохли, я беру увлажнитель воздуха. У меня вот такой маленький. Он очень удобно для работы. Беру листик, ну или какую-то деталь, просто увлажняю, и она становится липкая, и уже без всяких шпажек можно прилепить. Длинные листочки люблю, где крокусы. Ну, не знаю, кстати, какие у крокусов лепестки, забыла. Сейчас просто лепим. Ну, в принципе, я цветы здесь довольно часто насадила. Так что... Отверстия, если есть, то они не сильно критичны. Что-то я в одно место их напихала. А у ягоды как добиться вогнутой серединки? У меня есть рилс про ягоды затыкашки. Кто не может сразу эту селедку вдавить при отсаживании, можете посмотреть. Посмотрите в ленте, у меня есть рилс, где я показывала мастер-класс.
по затыкашечкам. Виктория, вы по заварной технологии Да. работаете? Да? Сейчас я работаю на соке, хотя была резко против, но перешла на сок. Вот, на пюре фактура немножко другая от цветов, хотя тоже гладенько. Обучать я не обучаю, я еще сама обучаюсь. Я до сих пор покупаю мастер-классы. Вот увижу у мастера какой-нибудь красивый цветочек. Вот не получается у меня такой. Я покупаю мастер-классы. Я постоянно учусь. Из одного цветка я могу купить целый курс. Ну, в принципе, уже зелени, мне кажется, более чем достаточно. И сейчас будем вставлять ягодки. Ягодки старайтесь вставлять, чтобы вот этой попки не было видно. Как-то впихивайте, запихивайте их, как будто бы они откуда-то растут. Сок обычный магазинный или сок из ягод? Так, сейчас я беру сады Придонья, а вообще я хочу натуральный сок использовать. Вот сейчас на моем огородике вырастет ягода, и я буду делать сок. Когда я начинаю работать с зефиром, мелкие детали, чаще всего цветочки, вот такие мелкие, видели у меня пятилепестковые беленькие, я их отсаживаю сразу, я не делаю их с остатков массы. И мелкие ягодки тоже могу сразу прям отсадить с первой массы. Так быстрее. Иногда просто не остается массы, чтобы сделать какие-то мелкие детали. Поэтому отсадила немножко ягод. Листья я делаю в конце всегда. Ну и все. Вот такой красивый букет получился. Можно туда вернуться? Туда вернуться? Да, можешь вернуться. Так, вот тут у нас красивый букет такой получился. Я еще люблю посыпать его снежком. Иногда сыплю, иногда нет. Вот, иногда прям снег не нужен, он не требуется. А иногда мне хочется оживить. И вот он с блеском он играет. Это кондитерский блеск. Этот букет можно было осыпать, он так красиво был, яркий. Иногда бледные букеты я осыпаю обязательно. Вот. И что мы делаем? Даже не сфотографировала его. Где-то фотоаппарат. Так, хотя бы щелкну.
ладно, мне все равно цветочки здесь не очень нравятся. Надеваем. Уголки немножко загнутся, но ничего страшного. Больше пакет большего размера не стоит делать, потому что, ну, он вот здесь вот надувается и некрасиво получается. Сейчас я ленты принесу. Да, вот еще про ленты я забыла сказать. Вот такая вот лента. Рыбий хвост, очень красивая. Здесь 10 метров. Тоже. Но у меня сейчас наличия нет, я буду их заказывать. Так, и лента у нас. Лента. 1400 тенге. Очень она красивая. 10 метров, 4 сантиметра шириной. Просто завяжу это. Спрашивают, пакеты покупаете тоже или сами делаете? Какие пакеты? Я не знаю, какие. Может, вот вот эти? Да. А, ну это я покупаю и объясняю. Что беру я все в Китае. И теперь буду продавать вам. Эфир будет сохранен, кто позже присоединился, я просто все цены озвучивала. Где покупаешь этот блеск? Блеск, так. В Караганде беру у Даши кондуринки Z, по-моему, если не ошибаюсь. Но я последний забрала. Вот они ждут поступления. Но его надолго, одной баночки надолго хватает. Я взяла тут 20 грамм. Ее этой банки надолго хватит. Оставляем тут воздух. Вот, про что я говорила, что не нужно брать пакеты большего размера, потому что вот здесь вот они начинают надуваться, ну некрасиво, а так. Многие заказчики, когда приходят, прям им нравится этот купол, все изолировано. И все просто. Просто нужны большие пакеты. Если найдете у себя в городе, то берите, если найдете прям плотные, берите плотные, потому что хлипкие пакеты, потоньше, они опадают. А так, если кто в Китае закупается, плотность 8 должна быть. Моей тете сегодня повезло. Вот так вот красиво. Ставлю, и этот букет ждет. Надо чуть-чуть ниже опустить. Красиво. Что там, вопросики есть? Больше не задают. Значит, все понятно. Вот. На неделе следующей я все в актуальное вынесу с фотографиями, с ценами. А если кому-то уже надо, то просто пишите мне в WhatsApp. Сразу сейчас не отвечу, у меня еще дела будут. Потом потихоньку всем по очереди. Вопрос, какой размер подбукетницы у вас был? Это какой? А, мы же не померили, да?
Так, подложка у меня была 22 сантиметра, а букет вот 25 сантиметров. Вот если от цветочка до цветочка брать, это 25-26 сантиметров букет получается. Это хороший размер. Все? Нет больше вопросов? Ну все, если что, пишите, девочки, в директ. Я всегда всем отвечаю. Как сделать подбукетницу устойчивую? А, на ножке? Ну, на ножке это долго показывать. Я могу просто в сторис сейчас скинуть ссылку, Reels, по которому я, ну, в общем, подсматривала все это дело. Принцип один и тот же, только, ну, там, в деталях мы можем отличаться. Так что в Инстаграме подписывайтесь. Вы можете у меня в так, это как называется, в подписках посмотреть. Я подписана на всех хороших мастеров. У них много бесплатных мастер-классов тоже. Вот, вы можете просмотреть их рилсы и вынести тоже много полезного. А цена этого букета? 12 тысяч. Ну все. Давайте будем прощаться. Если что, пишите мне в директ, я всем отвечу. Ну, встретимся еще. Покажу вам насадочки, но не сегодня, на следующей неделе, наверное. Пока.